Всем привет, дорогие друзья! И сегодняшний наш обзор будет посвящен безопасности дома, гаража или даже любимого холодильника. Речь пойдет об автономной сигнализации ревуны от компании Керуй. Комплектация на любой вкус и кошелек. От простого гиркона на открытие до дополнительных датчиков движения, открытия и пульта управления. Компания Керуй давно славится своими гаджетами для безопасности дома. Начиная от нормальных систем сигнализации, различными камерами и прочими датчиками дыма, мы же рассмотрим бюджетный комплект для охраны любого помещения. В моем случае он состоит из двух предметов. Это сама сигнализация на двери и датчик движения. Откроем коробку с основным модулем сигнализации и ревуном и видим вот такую комплектацию. Именно основной блок, оснащенный гирконом, очень громкой сиреной, небольшую ответную часть с магнитом, две полоски двухстороннего скотча для монтажа блока и ответной части. Также не забыли про инструкцию на английском языке. В моей комплектации есть пульт для постановки снятия с режима охраны. За это отвечают две верхние кнопочки. Под ними есть кнопка смены звука сирены, их всего два, а также режим паники, при нажатии на который сирена в любом случае будет орать. Возможно, подойдет для пожилых людей, в случае чего привлечь к себе внимание, если вдруг стало плохо. Индикация нажатия на кнопку также присутствует. Брелок можно закрепить к ключам. Для этого в верхней части сделаем небольшую силиконовую петельку. Задняя часть полностью гладкая. Для замены батареек необходимо открутить небольшой винтик под маленькой силиконовой крышкой. Для работы брелка нужен элемент питания CR2032. Дальнобойность пульта довольно высокая. Я не нашел точки в своем доме, откуда бы я не смог поставить или снять с охраны сигнализацию. Основной блок сигнализации выполнен из белого пластика. На верхней части расположился сирена ревун с громкостью 120 дБ. Ниже 4 светодиода индикации работы и сработки различных зон охраны. В задней части под площадкой-заглушкой расположился отсек для батареек. Питается сигнализация от двух батареек типа 3А. Мини-пальчиковые. В нормальном режиме работы заряда этих батарей хватит на 1 год работы. Батареи, кстати, находились в комплекте. На левой грани находятся две небольшие кнопочки. Верхняя отвечает за постановку и снятие с режима охраны. Нижняя отвечает за кнопку режима настроек. Настроек немного, но они такие есть. После подключения батареек удерживаем 10 секунд кнопки постановки снятия с экрана, и сигнализация сбросится к заводским настройкам. Однократное нажатие на нижнюю кнопку настроек приведет к изменению мелодии сирены. Всего, как я говорил выше, доступно только две мелодии. Удерживаем кнопкой постановки на охрану и одновременно кратковременно жмем на кнопку настроек. После этого блок сигнализации переходит в режим добавления дополнительных датчиков, как открытия, так и движения, а также брелков с сиреной. При этом на передней части загораются все 4 светодиода. Также можно представить дополнительные брелки управления. Правая грань пустая, с небольшим треугольничком. Такой же треугольничек присутствует и на ответной магнитной части. Как бы намекаешь, с какой стороны крепить магнит к гиркону. Как вы слышите, хотя блок с сиреной довольно небольшой, его размеры составляют всего 96,8 мм на 42,8 мм, но сирена довольно неплохо давит на голову. Сигнализация работает и с другими датчиками, брелками на частоте 433 МГц, что позволяет довольно далеко от друг друга размещать датчики. На моей практике до 100 метров через пару стен все работало успешно. Антенна находится в правой части, орущий элемент жестко закреплен в корпусе, плата имеет маркировку KR-D2K. Монтаж качественный, не смытого флюса и соплей я не увидел. С монтажом справится даже ребенок. Приклеиваем двухсторонний скотч и монтируем на нужную нам дверь или окно. Дополнительный датчик движения. К такому комплекту идеально подойдет еще один датчик движения. Ведь злоумышленник может подойти не только через двери, но через окно или другие подсобные помещения. Поставляется в небольшой такой картонной коробке. На задней части мы видим основные характеристики устройства, а именно радиус около 100 метров, зона сработки от 4 до 8 метров и угол в 45 градусов. Работает на частоте также 433 МГц. Внутри находится сам датчик движения, небольшая инструкция на английском языке и комплект для крепления. Из инструкции становится понятно, что детекция происходит раз в 5 секунд. А если батарейка будет ниже 2,4 вольта, то светодиод начнет мигать,
подавая знаки о необходимости замены батарейки. Исходя из моего опыта с подобными датчиками движения, то в среднем батарейку придется менять раз в 1,5 года. Сам датчик очень небольшой, чуть больше перепелиного яйца. В передней части расположился датчик движения с светодиодом индикации. В задней части выемка с магнитом для крепления. И тут же есть еще один мелкий, но важный разъем, а именно микро-USB порт для подключения питания. Это довольно отличное решение, если вы только планируете разводку по дому или имеете рядом розетку для подключения 5-вольтового блока питания. В верхней части датчика под небольшой крышкой расположился отсек для батареек типа таблетка CR2450. Для установки на стену необходимо закрепить ответную часть или с помощью двустороннего скотча из комплекта, или прикрутить на 2 небольших самореза, которые также находятся в комплекте. Благодаря магнитному креплению датчик можно очень легко как снять, так и правильно позиционировать для корректной сработки на движение. При этом крепление достаточно надежное, самостоятельно датчик не отваливается. Привязываем датчик, для этого удерживаем кнопку включения охраны и кратковременно ждем на кнопку меню. После этого необходимо изменить состояние датчика. Для датчика движения просто проводим перед ним рукой, имитируя движение. Для датчиков открытия отодвигаем магнит от гиркона. Ставим на охрану с помощью пульта. И если открыть дверь, раздается очень противный вой сирены. Он не только привлечет внимание соседей, но очень давит на голову. Откровенно находиться в одном помещении с этой сиреной становится очень-очень некомфортно. То же самое произойдет, если в зоне действия датчика движения окажется человек. Ставим на охрану, активируем датчик. Опять пошла сработка сирены. В целом, когда нет необходимости устанавливать дорогую систему охранной сигнализации, то вполне подойдет такой самый дешевый ее аналог. Ведь согласитесь, злоумышленнику никак не знает, подключена ли эта сирена к пульту охраны или нет. Я думаю, банально его спугнет. Да, предвидя комменты в стиле «попробуй второй раз», «даже не узнаешь» и так далее, еще раз скажу. Это неполноценная сигнализация. И по сути ее задача за маленькие деньги спугнуть вора или уведомить хозяина о том, что кто-то лазит по его квартире или дому. А особенно по пристройкам в частном доме. Ведь не всегда будешь тянуть настоящую сигнализацию на сарай или гараж без машины. Задача у нее максимально простая. За свои несколько долларов уведомить о том, что незваных гостей тут не ждут. А мест применения довольно много. От банально дублирующей сигнализации к основной пультовой, как и для автономной, для частного дома или летнего домика в деревне, да хоть на холодильник ставим, и смотрим, кто ночью съедает все вкусняшки. Ссылки на эту сигнализацию вы найдете под видео. Там же под видео есть телеграм-канал, где я выкидываю новые актуальные новинки, купоны, акции. Там же мы общаемся, там же мы отвечаем на все вопросы. У нас большая комьюнити. Не забывайте тоже подписываться. Не забывайте подписываться на видео, для меня это тоже важно. Ставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео. И никому никаких злоумышленников по жизни. И пусть никогда она не пригодится. Всем пока-пока.